Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, дорогие коллеги, зрители и все, кто следит за этим резонансным делом. Сегодня на важнейшей стадии судебных дебатов в Шевченковском районном суде Львова я хочу подробно и последовательно разобрать один из центральных аргументов стороны обвинения. Прокуратура настойчиво пытается представить совокупность косвенных данных, скриншоты карт Львова, информация об аренде жилья, нахождение обвиняемого в районе дома на улице Масарика как безусловное и неопровержимое доказательство того, что Вячеслав Зинченко целенаправленно готовил и совершил именно убийство Ирины Дмитриевны Фарион. Однако, даже если мы исключительно в порядке максимальной гипотезы, благоприятной для обвинения, допустим, что Вячеслав действительно приехал во Львов и совершал какие-то действия, которые можно трактовать как подготовку к тяжкому преступлению. Это все равно не означает, что его умысел был направлен именно на Ирину Фарион. Давайте разберем это юридически грамотно. Шаг за шагом. Без эмоций. Без политизации. Опираясь исключительно на материалы дела и нормы Уголовного процессуального кодекса Украины. Состав преступления. Умышленное убийство требует доказанности конкретного умысла, прямого намерения лишить жизни определенное лицо. Подготовка к убийству. Статья 14 Уголовного кодекса подразумевает конкретные, целенаправленные действия именно в отношении этого человека, разведку его распорядка дня, выбор момента, подготовку средств совершения преступления под конкретную цель. Следствие таких конкретных доказательств в отношении именно Ирины Фарион не предоставила. Нет переписки, где Зинченко пишет «убить Фарион». Нет аудио или видеозаписей, где он проговаривает план именно против нее. Нет детальной схемы ее передвижений, которую он якобы составлял. Есть только факт.
что трагедия произошла возле ее дома. И косвенные данные о присутствии молодого человека в этом районе. А теперь давайте посмотрим на альтернативную версию, которая полностью объясняет все имеющиеся косвенные доказательства, но кардинально меняет юридическую оценку событий. Зинченко мог готовить преступление не против Ирины Фарион, а против другого лица. Например, против Софии Особы, ее дочери или иного человека, который периодически посещал этот адрес. В таком случае все действия, которые вменяются моему подзащитному, приобретают совершенно иное значение. Изучение карт и скриншоты улиц Львова могли быть связаны с поиском удобных точек наблюдения именно за приезжающим человеком. Аренда квартир в разных районах города – это классическая конспиративная мера для подготовки нападения на подвижную цель, а не на человека, который постоянно проживает по одному адресу. Нахождение возле дома на улице Масарика в течение определенного периода – это ожидание момента, когда нужный человек появится. Если Зинченко гипотетически вел такое наблюдение, то выход Ирины Фарион в тот вечер мог стать либо случайностью, либо спонтанным решением воспользоваться моментом, либо ошибкой исполнителя. В любом из этих случаев мы имеем иной умысел и иной эпизод, который не совпадает с тем, что вменяет обвинение. Особенно показательными в этом контексте являются два отдельных эпизода. В один из дней, происшедших раньше, человек в панамке и очках, соответствующий описанию, вступил с Ириной Фарион в беседу. Они общались, но эта беседа не закончилась каким-либо покушением на ее убийство. Выстрела не последовало, и даже попытки его произвести не было. Отдельно от этого, за 2 дня до убийства имел место другой эпизод, когда человек в панамке и очках имел визуальный контакт с Ириной Фарион, но не произвел выстрела и даже не попытался его произвести. Почему? Если по версии обвинения Зинченко целенаправленно приехал именно для убийства, именно Фарион имел при себе оружие и уже находился в непосредственной близости от объекта, то что помешало ему совершить преступление в тот момент визуального контакта? Обвинение до сих пор не дало никакого вразумительного ответа на этот вопрос. Это
критический пробел в их позиции, который полностью разрушает версию о заранее спланированном и целенаправленном убийстве именно Ирины Дмитриевны Фарион. Это принципиально важно. Уголовное право не позволяет осуждать человека за убийство того, кто оказался рядом. Суд должен установить именно тот состав преступления, который описан в обвинительном акте. Если умысел был направлен на другое лицо, это уже другая квалификация, другие правовые последствия и, возможно, даже другой потерпевший. А если учесть еще одну альтернативную версию событий, а именно ту, что выстрел мог произвести не человек в панамке и очках, а человек, находящийся в красном автомобиле, который виден на заднем плане, на видео, где показаны перемещение человека в панамке и очках и отъезжающий красный автомобиль на заднем плане в момент звука, похожего на звук выстрела, то тогда складывается еще одна возможная вероятная картина, что выстрел произведен даже не человеком в панамке и очках. Уважаемый суд, давайте вспомним базовые принципы, на которых строится все украинское правосудие. Презумпция невиновности. Обязанность стороны обвинения доказать вину за пределами разумного сомнения. Недопустимость осуждения на основании предположений и косвенных данных, которые допускают несколько равновероятных толкований. В материалах дела таких равновероятных толкований множество. Обвинение выбрало одно из них, самое тяжкое, и пытается выдать его за единственно возможное. Это недопустимо с точки зрения закона. Мы не утверждаем сегодня, что Вячеслав вообще ничего не планировал. Мы говорим суду гораздо более точную и взвешенную вещь. Даже если допустить факт подготовки какого-то преступления, следствие не смогло доказать, что это была именно подготовка к убийству именно Ирины Дмитриевны Фарион. А без этого центрального элемента весь обвинительный тезис рассыпается. Это не формальность, это вопрос справедливости. Молодой человек имеет право на то, чтобы его судили за то, что он действительно совершил, а не за то, что удобно общественному мнению или политической конъюнктуре. Отдельно стоит отметить, что именно такая альтернативная версия событий прекрасно объясняет страх и обеспокоенность Софии Особы относительно возможности того, что Зинченко не будет осужден на пожизненное заключение. Если ее опасения связаны не только с гибелью матери, но и с пониманием, что настоящий мотив и настоящая цель могли быть направлены именно на нее саму или на членов семьи, то тогда оправдательный приговор
или мягкое наказание создают для нее реальную личную угрозу в будущем. Это человеческое объяснение ее эмоциональной позиции, но оно не может заменять собой доказательную базу в уголовном процессе. Суд не имеет права выносить приговор на основании страхов и эмоций потерпевших, даже если эти страхи обоснованы. Приговор должен основываться исключительно на доказательствах вины конкретного лица в конкретном инкриминируемом деянии. Мы продолжаем настаивать на полном оправдании Вячеслава Зинченко по предъявленному обвинению. Готовы представить суду дополнительные аргументы, ответить на вопросы и продолжить судебные дебаты в строгом соответствии с требованиями закона. Спасибо за внимание. Правосудие должно торжествовать не только в лозунгах, но и в каждом конкретном деле. Адвокат Валерий Табаков.